Актриса Светлана Ходченкова молода, красива, талантлива и трудолюбива. Светлана востребована и не нуждается в представлениях. У нее практически нет провальных проектов. Несмотря на достаточно молодой возраст, актриса успела засветиться не только в отечественном кинематографе, но и в Голливуде. Фактурной красавицей она пришла на большие экраны и в считанные месяцы изменилась до неузнаваемости. Теперь Ходченкову знают во всем мире, а она готова сыграть кого угодно. Но удается ли Светлане совмещать удачную карьеру с личной жизнью? Об этом и многом другом мы решили вам рассказать. Будущая актриса родилась 21 января 1983 года в Москве, но вскоре ее семья переехала в подмосковный железнодорожный. Вспоминать то время девушка не любит, потому что в детстве была недовольна собой. Ей казалось, что слишком высокая, слишком худая. Маленькой Свете не нравились ее уши и волосы. Не нравились они и сверстникам, с которыми у девочки постоянно возникали конфликты. По увереннее в себе, Светлана стала годам к 15, когда начала подрабатывать моделью. В модельном агентстве сразу оценили и красивую осанку, и рост 180 см, и природные локоны необычного оттенка между льняным и рыжим. Тут уже и девушка начала верить, что она красавица. Однако связывать свою карьеру с модельным бизнесом Ходченкова не собиралась. До старших классов она бредила медициной, хотела быть хирургом. Но с мечтой пришлось распрощаться. Оказалось, Света плохо переносит вид крови. К тому же к экзамену по химии и биологии она оказалась не готова. В итоге Света поступила в Институт мировой экономики в Москве, откуда через несколько месяцев перевелась на другую специальность. Теперь ее привлекла реклама, но обнаружилось, что и там мало возможностей для творческой мысли, одни цифры и факты. Тогда девушка бросила институт и пошла на подготовительные курсы Щукинского театрального училища. Блестяще сдав экзамены, единственная с курсов поступила. Учиться начала с огромным рвением и так переживала по поводу успеваемости, что начала заедать нервное напряжение сладостями. Как итог, к концу первого курса набрала 15 килограммов. Высокую фигуристую блондинку заметил легендарный Станислав Говорухин, подыскивающий главную героиню для своей картины «Благословите женщину». Теперь Светлана называет режиссера вторым отцом, который ввел ее в кинематограф и дал первый огромный опыт серьезной работы. Но тогда разом забурлившие слухи о романе молодой актрисы со знаменитым режиссером потрясли девушку. Она звонила Говорухину в рыданиях и собиралась подавать на журналистов в суд за клевету. Тот успокаивал: «Мы все равно ничего не докажем, пусть лучше пишут такое, чем не пишут совсем ничего». Еще в «Щуке» Светлана познакомилась с Владимиром Яглычем, который учился на год старше. Она первой обратила внимание на высокого светлокудрого красавца, но вида не подавала. Когда Ходченкова училась на старших курсах, ее утвердили на роль в сериале «Тихий московский дворик». Она и сама не ожидала, что сердце дрогнет, когда взгляд зацепится за актерский состав. Оказалось, что ее мужа будет играть Яглыч. На съемочной площадке между мужем и женой разгорались нешуточные страсти. По сценарию показывать надо было самые разные эмоции, которые возникают между семейной парой, а эти голубки просвечивали друг друга исключительно влюбленными взглядами. Режиссер злился, ни одной сцены команда не могла снять с первого дубля. Работать в кадре с настоящими влюбленными оказалось крайне сложно. У молодых людей завертелся роман, потом они еще раз встретились на съемочной площадке, на этот раз в картине «Карусель», а потом решили пожениться. Счастливая невеста взяла фамилию мужа. Ходченковой она осталась только на работе, но жить с эмоциональным актером, карьера которого тоже набирала обороты, оказалось непросто. Брак Светланы и Владимира разрушила его патологическая ревность. Ходченковой даже приходилось отказываться от некоторых излишне откровенных сцен в кино, чтобы не вызвать гнев мужа. В прессе также поговаривали, что Владимир якобы завидовал успеху жены, изменял и даже поднимал на нее руку. Эти слухи Яглыч опровергал, называя себя просто очень ревнивым человеком. Светлана и Владимир поняли, что однажды просто поубивают друг друга и решились развестись. Буквально через год после развода с Яглычем Светлана Ходченкова нашла утешение в объятиях нового избранника, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина. Влюбленные часто появлялись на публике вместе и выглядели абсолютно счастливыми, а буквально через год после начала романа в прессе поползли первые слухи об их помолвке. Официально же предложение руки и сердца возлюбленный Петришин сделал только в 2015 году. Он встал перед Светланой на колено прямо на сцене после окончания спектакля, в котором играла Ходченкова. Романтичные кадры, сделанные в тот день изумленными зрителями, вмиг облетели интернет. Тогда растроганная до слез актриса, конечно же, ответила возлюбленному «да». Влюбленные начали активно готовиться к пышной свадьбе, на которой должен был собраться весь кинематографический бомонд. Однако всего за месяц до торжества стало известно, что Светлана и Георгий неожиданно расстались.
Слухи о причинах их разрыва ходили самые разные. Одни говорили, что пара не смогла пережить старую ссору, другие, что в последнее время Петришин был сильно загружен работой и уделял Ходченковой мало внимания. А третьи утверждали, что молодой человек буквально задушил невесту ревностью и контролировал каждый ее шаг. Как бы там ни было, но тогда Светлана и Георгий поставили в своих отношениях точку, однако, как выяснилось потом, это была лишь запятая. При этом, прежде чем сойтись, Ходченкова и Петришин попробовали найти свое счастье в отношениях с другими людьми. В прессе поговаривали, что сначала новым избранником Светланы стал ее коллега Дмитрий Малашенко, а потом приписывали ей роман с ортопедом и бизнесменом Кириллом Маслеевым. За Петришиным же, после расставания с Ходченковой, пошла слава настоящего любителя девушек с исключительно звездными фамилиями. В разное время у него, по слухам, были романы с Викторией Дайнеко, Настей Задорожной и Ритой Дакотой. В 2018 году Светлана и Георгий решили дать своим отношениям второй шанс. Однако уже не так сильно афишировали свои отношения в прессе, руководствуясь принципом «счастье любит тишину». Вскоре после воссоединения Петришин второй раз сделал возлюбленное предложение, на которое она снова ответила согласием. Однако до ЗАГСа Ходченкова и Петришин опять не дошли и снова расстались по причинам, которые остались неизвестны. Осенью 2019 года в прессе появились слухи о романе Светланы Ходченковой с актером, сценаристом и продюсером Семеном Слепаковым. Эти разговоры пошли после того, как звезды вместе посетили ежегодную премию «Человек года GQ». Инсайдеры в один голос утверждали, что роман между Ходченковой и женатым Слепаковым закрутился еще в 2018 году на съемках сериала «Домашний арест», где Семен выступал автором и сценаристом проекта, а Светлана сыграла одну из главных ролей. На этом фоне слухи о возможном романе Слепакова и Ходченковой обрастали новыми подробностями. Так, некоторые даже утверждали, что актриса ждет от сценариста и продюсера ребенка. Чтобы положить конец этим разговорам, Светлане, которая вообще редко дает комментарии СМИ относительно своей личной жизни, пришлось прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она заявила, что находится с Семеном в исключительно дружеских отношениях, а также с иронией заметила, что пресса уже не первый раз приписывает ей несуществующую беременность. Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят где-то рядом на мероприятии или что-то ведут вместе, все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю. Юмор – наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон. Но сколько можно? Опровергла домыслы журналистов и интернет-пользователей Светлана в интервью. С того момента о личной жизни Ходченковой в прессе ничего не слышно не было. Однако в интервью, которое Светлана давала незадолго до премии GQ, она намекнула на наличие в ее жизни любимого человека. На вопрос журналиста, что помогает ей переживать разочарование в работе, Ходченкова ответила довольно загадочно. «Выговариваюсь. У меня есть специальные свободные уши для этого. Они находятся на очень преданном, любимом мной человеке, которому я прихожу и говорю. Так, мне сейчас не нужно ничего советовать, я просто поговорю и уйду». Свободно ли сердце Ходченковой сегодня – тайна за 7 печатями.